Короче, я сейчас приехала в Стэнфорд, потому что здесь ученые впервые сделали то, что до этого никто не мог. Они превратили абстрактные дискуссии о будущего ИИ в конкретную матрицу будущих профессий. То есть они ответили на такие вопросы, как какие задачи вы уже можете спокойно отдавать ИИ, прям отдавайте, даже не фокусируйте свое внимание, какие задачи в будущем будут автоматизированы, какие задачи и навыки вам стоит обратить внимание, потому что вы будете напрямую конкурировать с искусственным интеллектом, а какие останутся вами и только вами, вам нужно будет фокусироваться и становиться сильнее. Я приехала сюда, потому что я хочу поговорить с этими учеными напрямую, и в этом видео я вам расскажу все об этом исследовании, как использовать эту матрицу для себя. И честно, я считаю, что это видео просто должны посмотреть каждый, потому что это как раз не про абстракцию, а прям про конкретику, где вы сможете разложить свою профессию и посмотреть на задачи, на которые вам стоит обратить внимание. А для разработчиков и предпринимателей вы посмотрите, что люди хотят отдать ИИ и чего до сих пор нет на рынке. А для этого давайте сделаем шаг назад. Почему вообще это исследование стало таким важным? Ведь про будущее работы с ИИ спорят уже несколько лет, но все дискуссии обычно сводились к двум крайностям. Или ИИ заберет вообще все рабочие места, и люди будут просто дома получать какой-то определенный пассивный доход. Или ИИ – это способ бизнесу сэкономить и заработать еще больше. И почти никто не задает главный вопрос. А люди-то сами хотят, чтобы ИИ их заменил или нет? Тут прям живой пример. Когда нейросети научились писать тексты и сценарий, голливудские продюсеры тут же решили заменить целые команды сценаристов на одного человека, который умеет пользоваться чатом GPT. Чем это закончилось? Массовые протесты сценаристов, которые длились более 5 месяцев. И это может произойти абсолютно где угодно. С дизайнерами, с бухгалтерами, с юристами. Потому что когда людей не спрашивают, чего они хотят оставить себе, а спокойно передают это машине, это приводит к реальным социальным взрывам. И вот тут вот исследователи из Стэнфорда впервые сделали что-то очень крутое. Они посмотрели на будущее работы не глазами корпораций, разработчиков ИИ, а глазами нас, обычных людей. И теперь впервые появилась не абстрактная теория, а совершенно конкретная картина того, как на самом деле будет выглядеть наша работа завтра. И самое главное, что теперь нам лично с этим делать. И тут вообще целый детектив. Первый шаг. Исследователи взяли огромную базу рабочих задач из Министерства труда США. Это десятки тысяч подробнейших описаний, чем реально люди занимаются каждый день. От бухгалтера до программиста, до дизайнера, до инженера. Затем они сузили вот этот фокус и выбрали только те задачи, которые можно делать конкретно за компьютером. И в итоге с десяток тысяч задач осталось 844 конкретные задачи из 104 профессий. Но возникает следующий вопрос. А как понять, что из этого вообще можно автоматизировать? И вот тут начинается самое интересное. Ученые создали такую новую шкалу, которая показывает, насколько человек вообще нужен в этой задаче. И называется она Human Agency Scale, HAS. Или проще, шкала человеческого участия. И здесь все очень просто. Смотрите, H1 – это ИИ все делает сам, человек здесь не нужен. H5 – это без участия человека вообще никак. ИИ тут бесполезен. H2, H3, H4 – это человек и машина нужны друг другу, но в разной степени. Эта шкала, кстати, очень суперважная штука. Это как бы общий язык для всех, кто вообще изучает автоматизацию. Запомните. И раньше говорили просто, либо ИИ заменит, либо ИИ не заменит. Теперь же мы можем видеть нюансы, где ИИ полностью заменяет, а где он только помогает человеку. Теперь второй шаг. Тут начинается еще больше экшен. Исследователи они не стали гадать сами. Они просто пошли и спросили обычных людей. Они взяли 1500 сотрудников из разных профессий, и те ответили на простой вопрос. Какие задачи лично ты готов уже завтра отдать ИИ? А какие задачи ты хочешь оставить себе? И попросили каждого оценить это по шкале от 1 до 5. Параллельно ту же самую шкалу они показали экспертам по ИИ. Это были 52 человека, разработчики и ученые, которые реально создают эти технологии, они понимают возможности ИИ. И могут точно сказать, насколько ИИ силен, насколько ИИ в ближайшем будущем будет силен выполнять ту или иную задачу. И вот тут вот произошло главное открытие. Впервые у нас появилась база данных, которая показывает и желания работников, и реальные возможности искусственного интеллекта по конкретным задачам. И эта база называется Workbank. Это буквально сокровище, потому что раньше такого просто не было. И теперь по каждой из 844 задач у нас есть четкий ответ. Люди хотят это автоматизировать или нет, и может ли ИИ это сделать уже или нет, по каждой.
Ну и теперь самое вкусное – результаты. Какие же задачи мы хотим передать ИИ, и он с этим справляется? Какие мы категорически не хотим отдавать, но он с этим справляется лучше, чем человек? Какие задачи мы не хотим передавать, и не справляется? И какие задачи мы хотим, но и, к сожалению, не справляется? И результаты, поверьте, тут очень удивляют. Это исследование дало нам 3 очень важных открытия, которые я хочу вам раскрыть по порядку. Открытие первое. Что люди реально хотят отдать ИИ? Вот топ-20 задач, которые работники хотели бы автоматизировать. Можете сделать скрин, изучить немножечко попозже. Также я оставлю ссылочку на сам отчет и на статью в Хабр, которую я тоже написала. И есть прикольные детали, как, например, налоговые агенты мечтают, чтобы ИИ сам назначал встречи. Видимо, у них это на потоке и надоедает. И коэффициент желания 5, то есть самый высокий. Инженеры-нефтяники, например, хотят, чтобы ИИ вел буровой дневник. А ученые, чтобы ИИ занимался операционным бюджетом. Даже ученые не любят Excel-ки. И главная причина, по которой люди хотят делегировать вот эти задачи, это освободить время для более ценной работы. Так сказали 70% людей. Но вот что реально удивило, внимание. Когда ученые сравнивали эти данные с реальными паттернами использования ИИ, то они обнаружили, что как минимум 10 профессий с самым высоким средним желанием автоматизации составляли всего 1,26% от общего использования ИИ. То есть ИИ сейчас используется для чего угодно, но не для вот этих самых простых и самых желаемых в автоматизации задач. То есть ИИ уже может это, люди хотят, а автоматизация не происходит просто потому, что никто не дал людям подходящий инструмент или не объяснил, как это сделать. Стартаперы, ну вот вам подсказка на миллиард. Это было то, что можно и хотят. Теперь топ-20 задач, которые работники меньше всего хотят автоматизировать. Тоже скрин на экране. Например, кстати, было удивлением для меня, что агенты по продаже билетов не хотят, чтобы ИИ занимался поиском потерянного багажа. Хотя, казалось бы, наверное, это очень такая нервотрепка, но, видимо, это очень творческая, интересная задача, почти детективная. А еще, кстати, оказалось, что люди не хотят, чтобы ИИ писал за них тексты, статьи и рассказы. Почему? Сопротивление, кстати, связано не только со страхом потерять работу, а из-за того, что люди хотят сохранить контроль над важными решениями, то есть возможность творить и возможность человеческого прикосновения в профессии. Вот такая вот формулировка. И теперь мы подходим к главному бриллианту этого исследования – матрица желаний и возможностей. Тут объединяются два взгляда – что хотят люди и что ИИ может прямо сейчас. Вот у нас тут сетка. По вертикали снизу вверх желание работников отдать задачу ИИ от 1 до 5. По горизонтали у нас слева направо способность ИИ справляться с задачей тоже от 1 до 5, по мнению экспертов. И у нас это получается 4 зоны. И все задачи в каждой профессии показываются в одной из них. Зеленая зона – это высокое желание плюс высокая возможность. То есть это идеальные кандидаты для автоматизации. Люди это очень сильно хотят, и это умеют. Например, у юристов это назначение встреч с клиентами, у маркетологов это анализ рекламных кампаний, шаблоны и посты в социальных сетях. У дизайнеров, например, это удаление фона с изображений. Все, что попадает в вот эту зеленую зону, это можно смело отдавать ИИ. И уже это умеет и делает это классно. Ищите инструменты, они уже есть. Это высвободит время для более ценных задач. Желтая зона – высокое желание плюс низкая возможность. Это зона надежды. То есть я хочу эту задачу очень сильно отдать, но ИИ пока не тянет. Например, у ученых это может быть анализ экспериментальных данных или настройка дизайна эксперимента. У маркетологов это мозговой штурм и стратегия бренда. У преподавателей это подготовка плана лекций по новой теме. Тут люди не обязательно хотят это полностью автоматизировать, но было бы классно, чтобы ИИ с этим помогал. Соответственно, что делать? Следить за развитием технологий, пробовать всякие новые обновления, экспериментировать с этими задачами, потому что как только ИИ научится, то люди будут только этому рады. Они уже это хотят автоматизировать. Дальше. Самая интересная тревожная зона, красная зона. Низкое желание, но высокая возможность. То есть ИИ это уже умеет и делает это на уровне среднего специалиста, но люди не хотят отдавать эти задачи. Например, у писателей это написание книг, статей, рассказов. У маркетологов это придумывание уникальных слоганов, креатив. У преподавателей это, например, проверка творческих заданий.
Что делать? Во-первых, разработчикам нужно понимать, что прямолинейная замена может вызывать протесты, как у сценаристов в Голливуде. А для людей, для нас, эта зона означает, что если вы видите свои задачи в этой зоне, то это сигнал, что именно сюда вам нужно направлять фокус своего внимания. Я про это еще расскажу прям конкретно на примерах, чтобы вам было более понятней, потому что это именно та зона, где мы должны прокачаться, потому что вы будете конкурировать напрямую с ИИ. И еще есть белая зона. Белая зона – это низкое желание плюс низкая возможность. Эти задачи пока за пределами автоматизации. Например, встречи с ключевыми клиентами. Тут нужна эмпатия, проведение интервью, ручная отрисовка сложных деталей, индивидуальная работа со студентами, дебаты в классе у преподавателей тех же. Это зона, где сосредоточена ценность нас, ценность человеческого участия. Все это ИИ не может делать. Да и люди отдавать это особо не хотят. Это зона, я бы сказала, низкого приоритета. То есть это такое ядро профессий, которые не отнимут. Ну, по крайней мере, в ближайшем будущем, несколько лет, не отнимут точно. И теперь важное наблюдение. Когда смотришь на вот эту матрицу, становится очевидно, что ИИ уже отлично справляется с рутинными аналитическими задачами, но он плохо заменяет коммуникативные, организационные навыки. То есть там, где важно общение, где важно сочувствие, гибкость. И еще интересно то, что ИИ развивается в отрыве от желания людей. Анализ показал, что 41% инвестиций в ИИ-стартапы идут в автоматизацию просто не тех задач. Они идут либо в красную зону, где люди прям сопротивляются, мы не хотим отдавать эти задачи, либо вообще в белую зону, где ИИ пока ничего не сможет в принципе. Да и люди это не будут использовать. А вот в зеленой зоне, где все сошлось, люди этого хотят, и это может, как раз не достается должного внимания. Я вижу на рынке сейчас реально парадокс. Инструменты, которые могли бы реально избавить людей от рутины, не разрабатываются, или разрабатываются очень медленно. Зато идут попытки заменить то, что людям очень важно и дорого. И вот из-за вот этого у нас возникает напряжение и ощущение, что ИИ это не помощник, а угроза. Как использовать эту матрицу? Вообще, на самом деле, это исследование, это не только очень полезная вещь разработчикам, чтобы вообще, в принципе, понимать, вот, пожалуйста, что создавать, где у нас пока нет конкуренции, но она безумно полезна для каждого из нас. Если коротко, то нужно распределить все свои задачи по 4 зонам. Инструмент, который поможет вам это сделать, я дам вам в конце ролика, но сейчас вам нужно понять вообще саму логику этого инструмента. И все, что в зеленой зоне у вас будет из ваших задач, это прямо сейчас смело ищите, передавайте и нанимайте разработчиков, это уже реально, это уже возможно. Даже если вы об этом не знаете, это не означает, что это нельзя автоматизировать. Наоборот. То, что у вас будет находиться в желтой зоне, пока не акцентирует на этом большого внимания, но следит за обновлениями. Подписывайтесь на мой канал. То есть это означает, что это и сервисы, они должны скоро появиться, потому что это можно автоматизировать, просто пока еще не дошли руки. Все, что будет находиться в белой зоне, это те задачи, которые ИИ точно в ближайшее будущее не заменит. Тебе не стоит за это так сильно переживать, но стоит в этих задачах плавномерно развиваться. Это про эмпатию, это про лидерство, это про управление, это про общение с людьми. И вот, считая, самое большое внимание стоит положить на красную зону. Все задачи ваши, которые попали именно сюда, они должны быть в постоянном фокусе. А именно стать экспертами в этих задачах, чтобы вас не заменил ИИ, потому что он уже это классно заменяет. То есть стать суперэкспертом в этих задачах, если для тебя это действительно очень сильно важно. И понимать, что если большинство твоих задач это именно твоя профессия, она находится именно в красной зоне, то возможно переквалифицироваться на белые задачи. Конечно, очень важно сказать, что эта вся матрица, она у нас не панацея, не лекарство от всего, а просто как бы способ со стороны посмотреть на свою профессию, чтобы понять, куда вообще направлять свое внимание. И сейчас я расскажу прямо на конкретных примерах, в чем польза. Например, представим конкретного маркетолога. И вот, например, его матрица. У него есть задачи, которые прямо сейчас уже можно спокойно делегировать. Это автоматическая генерация АБ-заголовков для тестирования, сбор статистики в табличках, анализ цен конкурентов. То есть все вот это зеленая зона. И это уже умеет, и он сам рад этому отдать, настраивая инструменты и использовать. Креативные концепты компании, стратегии на год вперед наш вымышленный маркетолог с радостью бы делегировал, хотя бы частично, но и тут пока слабоват, и это желтая
белая зона, где ему стоит следить за новинками и ждать инструментов, потому что ИИ с этим справится в ближайшем будущем. Есть и тревожная красная зона. Это, например, для него написание эмоциональных текстов, креативы для рекламы, в общем, творчество. Многие ИИ это уже умеют делать, но наш маркетолог, как человек, он не хочет с этим прощаться. Значит, ему сейчас стоит либо стать мастером в этом деле, соответственно, он не будет конкурировать с ИИ, либо потихоньку смотреть в сторону других задач. То есть среднячковых специалистов ИИ уж точно заменит и уже заменяет. Как, например, мы очень легко сейчас заменили дизайнера наших обложек, потому что ИИ с этим уже начал офигенски справляться. Но, безусловно, есть те дизайнеры, которые не придумают то, что сделал ИИ, и если они станут прям супер топ-экспертами в этом, то тогда больше контрактов, они более дорогие, они будут больше цениться, как, например, обложки на тех же New York Times. Это все рисуется человеком, потому что там нужно продумывать очень много разных интересных концепций. Поэтому, если маркетолог понимает, что он не хочет становиться топом в этом задаче, ему стоит обратить внимание на белые задачи и стать там специалистом, на которые и не постигается. Например, питчинг идей клиенту, переговоры, где важна харизма, уверенность. Это все белая зона, такая вот человеческая наша крепость. Соответственно, выход у нашего маркетолога такой. Он либо вырабатывает уникальный узнаваемый стиль написания рекламных слоганов, в том, в чем его не заменит, и фокусирует на это все внимание, если он хочет за это держаться. Ну, или развивает навыки общения. Или давайте еще один пример. Например, учитель. И вот его матрица. И уже классно справляется с проверкой текстов, с расписанием, созданием учебных листов. Это зеленая зона. Пусть спокойно, абсолютно отдает и не волнуется, уже есть инструменты, и это такая рутина. А вот, скажем, разработка VR-уроков или индивидуальных траекторий для учеников и пока не дотягивает. Но наш учитель с радостью бы это передал. Тогда пусть он сейчас ждет и наблюдает, следит за новинками, потому что это и в ближайшем будущем сможет сделать. А вот, например, оценка творческих работ или проведение лекций, где важен голос преподавателя, подача – это красная зона. Потому что машина, она может и творчество оценивать, и аватары видео есть, и голосовой режим сейчас очень реалистичный. Но преподаватель не захочет это терять, потому что это и есть суть преподавания. И он сейчас должен посмотреть на красную зону. И у него есть выбор. Либо ты становишься реально классным педагогом, и ты разбираешься в своей теме лучше всех, или будь готов к переменам. Потому что среднего преподавателя, среднего учителя легко заменит искусственный интеллект. Ну и, естественно, у него есть еще и белая зона. Это, например, общение с учениками, мотивация, разговоры по душам. Все-таки у учителя есть наглядное понимание этого мира, применение этих технологий в реальном мире, знаний, которые им преподает. И вот здесь вот и бессилен, и пока не понимает наш мир. По крайней мере, в ближайшем будущем он не сможет так хорошо понимать наш мир, как мы его. И слава богу. Что важно сказать, что, возможно, когда вы построите свою матрицу, результаты могут вас разочаровать или, наоборот, огорчить. А может, вы вообще поймете, что все хорошо, и ваша профессия вообще будет востребована еще очень сильно долго. Как у нас были подписчики, которые говорят, что мою профессию никто не заменит, я работаю в психбольнице. В общем, в любом случае, вот эта матрица будет безумно вам полезна. И теперь про бот, который мы специально для вас создали. В общем, эти исследователи, ученые, они сейчас как раз создают вот этот сервис, куда они загрузят всю свою вот эту уникальную базу. И они нам предоставят ссылочку на него, как только они это разработают. Но мне захотелось, чтобы вы уже могли это протестировать. И мы для вас специально создали бота, где вам нужно будет ответить на вопросы, только максимально серьезно, если вы хотите получить хорошие результаты, и получить свою матрицу задач. Важно, я буду тратить свои токены на это, у меня большая аудитория, поэтому этот бот будет доступен на ограниченное количество времени, потому что я его создаю только вот чисто просто вам попользоваться, попробовать это все. У меня нет плана его развивать и сделать из него сервис. Поэтому, если вы будете смотреть это видео, к сожалению, через несколько месяцев, наверное, то этот сервис уже будет недоступен. Но, возможно, в течение 2 месяцев исследователи нам дадут ссылочку на свой сервис, и я его тоже оставлю в описании. Важно сказать несколько оговорок, что возможности ИИ, они меняются, они растут, поэтому список, который вы получите, и распределение по зонам, оно как бы носит только предположительный характер, потому что все будет меняться, естественно. Важно сказать, так как это наш бот, у нас нет полностью всей их базы знаний, мы ждем эту информацию от них, то оно, наверное, не будет прям супер-супер точным на 100%, но это будет такой способ уже взглянуть на свою профессию со стороны. Но это еще не все, я вам обещала третье открытие, а именно навыки, которые будут цениться в будущем.
Исследователи, имея вот эту уникальную базу данных, попытались ответить на еще один очень-очень важный вопрос, а какие навыки станут реально ценными в мире, где ИИ берет на себя все больше задач. И чтобы вот это понять, они сделали такое крутое сопоставление. Они взяли каждую задачу из своей базы и связали ее с конкретным профессиональным навыком. Например, анализ данных, координация команд, общение с клиентами и так далее. И потом они посмотрели, какие навыки чаще встречаются в задачах, где человеческое участие обязательно, а какие, наоборот, ИИ уже может делать сам и в ближайшем будущем будет делать сам. И вот что получилось. Это безумно важно. У нас получилось два столбца. Слева у нас столбец, где навыки по уровню зарплаты на сегодняшний день, а справа это навыки по уровню необходимости человеческого участия. Чем выше, тем там более необходим человек, а значит, они будут цениться больше, потому что и это не может заменить, помним, да? Естественно, спрос на таких людей будет расти, и, естественно, будет расти заработная плата. И что сразу видно? Сразу видно, что снижается ценность навыка, например, обработки информации или анализа данных, где сейчас аналитики получают просто безумные деньги. Это высокооплачиваемые навыки. Работать с таблицами, находить закономерности. Но оказалось, что именно вот эти задачи, их и проще всего отдать ИИ. А значит, спрос на такие умения будет постепенно снижаться. И, соответственно, снижаться заработная плата. Но здесь же возрастает роль человеческих, мягких навыков. Навыки общения, умение координировать других людей, распределять ресурсы, работать в команде. И вот это все, оно чаще всего остается в той зоне, где ИИ не справляется без человека. Да, пока такие навыки оплачиваются ниже, чем те же аналитики, но в ближайшем будущем они могут стать ключевыми. И в-третьих, что эта таблица нам дает, что нет одного универсального навыка. Самые человеческие задачи, они требуют довольно-таки широкого набора этих же умений. Не нужно быть прям узким специалистом в чем-то, а скорее более гибким и адаптивным человеком. Либо если узким специалистом, то быть в нем прям топ-1, чтобы ИИ тебя не заменил. То есть навыки, которые ранее были второстепенными, они теперь будут выходить на первый план. И чтобы не оставаться за бортом, нужно не просто бояться ИИ, а начать просто развивать те способности, в которых машина нас не переиграет. А это эмпатия, это креатив, это вдохновение, это лидерство. В общем, вот такая вот дорожная карта. Находясь в Силиконовой долине, я прям вижу эту тенденцию, где компании сейчас, пока они еще собирают разработчиков, инженеров, чтобы быстренько вот эти технологии натренировать, машин learning инженеров, но как только и выйдет на какой-то определенный уровень, то резко будет снижаться надобность в огромном количестве инженеров. Будет все закрываться несколькими людьми. И вот здесь вот как раз вытекает в те вот софт-скиллы, которые будут необходимы. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Рекомендуйте его всем вашим знакомым, чтобы те не боялись, а наоборот понимали, насколько важны человеческие качества и насколько они будут еще больше цениться. Все ссылочки на исследования, на подробную статью на сервис в описании. Смотрите, подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Пока!